Вот такая красота в саду сейчас. Пионы все распустились. Жалко, что их жизнь недолга. Хозяйка Медной горы здесь бегает. Да, Лулу? Привет, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина. Это канал о рукоделии и вышивке крестом. И я вас всех поздравляю со светлым праздником Воскресения Христова. И желаю вам мира и любви, мира в стране, в душе, в сердце. И если у вас есть несколько минут времени, я предлагаю вам посмотреть на мою готовую работу. Эта неделя выдалась довольно-таки сложная у меня, и поэтому я скорее снимала жизненный влог, а не вышивальный, и вышивала всю неделю работу от Юлии Крафт «Весняні мережева». И я сейчас все это уберу и покажу вам, чтобы не отвлекать. Это так я положила, чтобы показать, какая у меня красивая пасхальная скатерть. И тадам! Полюбуйтесь на эту шикарную красоту. Я закончила этот проект, и это было очень интересно. Предыдущий раз, последний раз, когда вы видели этот проект, он выглядел вот так. Я вам сейчас вставлю картиночку. И вот сейчас готовая работа, как-то я взяла, и оно у меня так пошло, хорошо. И так как времени особо много на этой неделе не было, ну, вы понимаете, предпасхальная неделя, все, очень много забот, дел, кроме повседневных еще прибавляются предпраздничные, и поэтому я вышивала только это. И, как я вам уже неоднократно говорила, я обожаю хардангер, мне нравится его делать. Я его делаю с удовольствием, и достаточно у меня легко и быстро он идет. И здесь были очень красивые элементы. Вот такой Эдельвейс, этот цветочек называется элемент, я уже его показывала, я один сделала в начале. Следующий элемент был вот такие вот как колесики, я не знаю, как он правильно называется. И вот такая паутинка очень красивая. И еще вот такой. Это все надо было бы, естественно, вырезать, покрутить эти, сделать бриды и сделать сам элемент. И благодаря видео мастер-классу, которое представляет Юля в пакете, ну, в наборе, это все делать очень легко и просто. И даже самый новичок, начинающий, может это все сделать. Как я уже говорила, кто видел мои предыдущие видео, для меня самую большую сложность представляла вот этот Black Work. Мне не понравилось его делать, честно сказать, но зато он придает такое изящество и легкость, и элегантность этому проекту. Мне очень нравится, как это выглядит. Ну да, чтобы создать такую красоту, вам придется немного попотеть и сделать это. И к моему огромному удивлению, у меня были проблемы с пришиванием бисера. Никогда бы я не могла не подумать о том, что у меня я споткнусь именно на этом. Дело в том, что с бисером здесь такое получилось, ну я не поняла, я, видимо, перепутала бисеринки, какие надо пришивать. Вот здесь, видите, одна бисеринка сиреневая, одна золотистая. И вот так на всех этих ромбиках. А вот в этих, окошечках, ой, извините, вас качнула,
Здесь, вот здесь сиреневый вот такой бисерочек, но этот бисер, он по цвету похож на этот, но только он маленький, более мелкий. И вот здесь он есть еще этот бисер. Если я правильно поняла, потому что у меня карты бисера нету, а в наборе там было написано номера этих бисеров. Я по превью смотрела, какой куда. И у меня вот этого бисера не хватило, буквально 3 бисеринки. И я потом, когда уже мне не хватило, я, наверное, поняла, что должно быть вот этот мелкий бисер, надо было пришивать вот в эти ромбы, а вот этот крупный пришивать вот сюда. Но уже перешивать я все переделывать не стану и оставлю так, как есть. Вот этих 3 недостающих бисеринки. Если вы найдете, где я подмену сделала, напишите мне, пожалуйста, потому что я сама уже не вижу, где я пришила другой бисер. У меня там в остатках был какой-то, и я взяла его. Ну, посмотрите, как красиво вот этот цветочек посередине, он великолепно выглядит. Очень изящный, очень такой изысканный дизайн. Мне понравился безумно. Я каждый раз говорю о том, что это дизайн Юлии Крафт. Юлия Крафт, вы кто не знает, а потом мне пришла в голову мысль, не все же ее знают. Юлия Крафт, у нее есть канал на YouTube, и она создает вот такие прекрасные схемы и вышивает так же, как и мы, других дизайнеров, и поэтому, поэтому у меня что-то сегодня я косноязычная, честное слово. И поэтому я вам оставлю все ссылки на Юлечку под этим видео, потому что я в прошлое видео этого не сделала, не знаю почему. Вот. Ну что я могу еще добавить? Прекрасно. Вот здесь у нас есть алжирские глазки. Вот они, беленькие. И рисовый стежок вот такого цвета. Тоже очень красиво. Это long stitch, вы все прекрасно знаете. И вот такие очень красивые элементы. Вот еще алжирский глазок золотистой ниточкой. Это Rainbow Gallery ниточка. Она тоже идет в комплекте. Набор этот мне подарила Ирочка. И он пролежал год. И вот наконец-то это случилось. Я очень этому рада. Я не гладила этот дизайн, потому что здесь этот хардангер, его когда ладишь, он не такой красивый делается. Я, скорее всего, его буду просто натягивать вот таким образом. И мне кажется, он, может быть, вокруг вот здесь поглажу, не заходя на сам дизайн, чтобы не оставалось заломов. А так оставлю так. Ой, мне нравится безумно, очень красиво. Сейчас я сниму вам поближе, может, поделаю фотографии.
красота, конечно, красота неописуемая. Ну и что же теперь по остаткам, как я сказала, это был набор, Юля собирает эти наборы, в набор входят вот этот цветочек очень красивый, бисер, к ниточке перле 8 и 12 номера и ниточки мулине. И вот что у меня осталось. Ниток здесь вполне себе хватит еще на один так точно отшив. Бисера нет. Юля щедрая душа. Вот, полюбуйтесь. Это мы делали, это 8, это 12, это мы делали бриды, это мы делали элементы Хардангера. Ну вот они. Бриды вот эти 8 делаются. Элементы Хардангера 12, Хардангера, господи, 12 номером делается. Вот этим сереньким я делала... Что этим сереньким делается? Я даже не помню, честно говоря. Сереньким делается рисовый стежок. Вот здесь... Вот эти вот рисовые стежки делаются вот в этих уголочках. Вот здесь у нас алжирский глазок, а вот здесь рисовый стежок. Сейчас, если вам видно, сейчас покажу поближе. Ой. Вот он, видите? Вот этот. Потом у нас, ну, наверное, больше всего или дольше всего для меня были вот эти ниточки. Эти ниточки, это делается Black Walk, вот это поярче, которая ниточка, это в центре делается. Вот это потемнее ниточка, которая делается вот эти вот большие колечки эти. Потом, что у нас еще было? Вот такой, это тоже у нас рисовый стежок. Ну, вот этот рисовый стежок, который идет вот в этих уголочках. Беленький, серенький, беленький зайчик. Вот этот сиреневый, очень красивый сиреневый, как по мне, очень красивый цвет. Я вообще люблю. Вот это моя палитра, мне очень нравятся эти цвета. Это вот этот центральный цветок был сиреневый, красивый. Ну и все. И смотрите. Ну, я вам говорю, тут вполне себе хватит. И Rainbow Gallery тоже здесь. Широкая душа. Спасибо тебе, Юля. Мне это все пригодится, тем более, как цены сейчас на это DMC, космические какие-то, так что... Из Rainbow были вот эти алжирские глазки вот в этих ромбах. Боже, я любуюсь, прям залипаю. Просто залипаю. Так это красиво. Я не могу поверить, что это делала я. Я это сделала. Я это сделала. Ура! Красота. Красота, красота. Теперь надо оформить. Я хотела оформить в крышку икеевскую. Ну, может быть, в рамочку оформить. Мне так нравится сейчас, что мне как-то и в крышку жалко. У меня есть вот такая бумага. Ну, это разноцветная бумага продается. И вот этот, видите, какой цвет? Он похож на вот этот цвет этого цветочка. И вот если сделать... Вот так, смотрите, как красиво это выглядит. Если сделать круглую рамку, сделать как этот бордюрчик называется, паспорту вот такого цвета и подкладочку вот такого цвета, смотрите, как красиво. Ну вообще, стеночку на рамочку, прелесть, красота. Так, ну все, прощаемся, полюбуйтесь еще раз и прощаемся с этим дизайном. Ну вот то, что я вышивала еще, кроме весняных мережев,
Это я прошлую неделю именно закончила, вышивая этот дизайн. У меня были вышиты все тюльпанчики, по-моему, этого тюльпана не хватало. И на этой неделе, как вы видите, я вот начала вышивать этот, как горшок, вазу, больше похожий на тазик, ну, там, где растут, короче говоря, эти тюльпаны. И, может быть, я накосячила с этим бисером весняных мережев, потому что я вышивала, потом мне что-то надоело, мне захотелось повышивать хардангер, я взяла этот набор с кружевами и начала вышивать, а потом, это все было за один вечер, а потом я все это вместе сложила и убрала. И потом, когда я дошла на весенних кружевах к бисеру, я такая смотрю, а у меня один пакетик бисера. По идее, там должно быть 2 пакетика бисера, потому что там 6 разных этих цветов бисера. И я такая смотрю, а там в одном пакетике только 2 разновидности бисера. Я думаю, так, что не то, что за фигня. И я очень долго и нудно искала этот бисер, думаю, да где же я его могла засунуть, где он мог деться, и как-то мне в голову не пришло, ну посмотри, что ты там вышивала последний раз эти тюльпаны, посмотри, что в этом пакете с тюльпанами. Нет, ну потом я, короче говоря, думаю, так, ладно, нафиг бисер, повышиваю тюльпаны. Достала вышивать тюльпаны и нашла этот пакетик с бисером. Ну вот так, надо просто расслабиться и все встанет на свои места. И, естественно, я взяла этот бисер и продолжила с весенними кружевами. Ну, а здесь крестик, ничего здесь необычного, но зато очень и очень красивый, яркий дизайн, прекрасные тюльпаны, нет здесь бэка. Ну, здесь остается мне тазик, остается рамка и бисер пришить. И, наверное, на этой неделе я уделю много внимания этим тюльпанам, а если мне захочется еще что-то повышивать, то я тогда брошу кубики. Да-да, я не забыла про кубики. Тогда я брошу кубики и выберу еще что-то повышивать, если мне надоест вышивать тюльпаны. Собственно, мне это девочки посоветовали в комментариях. Ну, кубики бросай, когда ты не знаешь, что вышивать, а когда тебе хочется вышивать что-то, бери и вышивай. Это ж не обязательство какое-то вышивать именно по кубикам. Так что, да, я так и буду делать. Я буду шить тюльпаны, пока мне не надоест, а потом, если надоест, брошу кубики и посмотрю, что мне выпадет. А следующая неделя выпадает не такая загруженная, как эта, и я надеюсь, я буду чаще снимать и разнообразить мои дизайны и выпущу вышивальный влог, именно вышивальный. А вот в этом видео у меня новостей больше нет. Я дальше вставлю такие, как это называется, весенние зарисовки с моей собачкой, с моей Лулу, с тем, чем я занималась всю эту неделю. Я приготовила клубничное тирамису, как всегда нашла там где-то в Инстаграме, по-моему. Вставлю вам видеорецептик, если захотите, посмотрите. Ну, в принципе, и все. Кому дальше не интересно, я с вами прощаюсь. Поздравляю снова вас с Пасхой. И всего доброго. Всем пока-пока. Вот чем собачники отличаются от кошачников. Сидела бы я сейчас спокойненько вышивала со своей пойки. А теперь вот приходится топать. Топаем. Да, мокрая насквозь. Смотрите, какая жуткая погода, капец. Льет как из ведра, но нас ничто не остановит. Да, Лулу? Лулу? 20 минут, она мокрая насквозь. Она почему гуляла, конечно, но я так подумала, хватит на сегодня. Ну, правильно, давай в машине, как раз оно, самое оно. Ну, вот красавица. Нагулялась, Улена?
В Инстаграме нашла рецепт клубничного тирамису и решила тоже попробовать так для разнообразия. Понадобится 250 сливок, 75 грамм сахарной пудры. Все это взбить, добавить туда 250 грамм маскарпоне, опять же взбить. И для прослойки нам понадобится 150 грамм клубники, столовая ложка лимонного сока и чайная ложка крахмала. Надо прокипятить минутки 3 все это дело. И 40 грамм сахарной пудры. Если у вас клубника свежая, добавьте немного воды, потому что пригорает. Для пропитки надо взять 200 грамм клубники, 20 грамм сахара и столовую ложку лимонного сока. Все это пробить, сделать вот такой сок. И в нем пропитать 100 грамм печенья савоярди. У меня выяснилось, печенье 2 видов оказалось. Немного такого, немного такого. Теперь берем наш крем, выкладываем на верхний слой, на первый слой и делаем второй слой. Ну, как я говорила, видите, другое печенье, но это все тоже савоярди. Пропитываем оставшимся пропиткой и снова крем. Ну и пробуем. Честно сказать, для меня любое тирамису слишком жирное. Ну, маскарпоне, сливки, это все с сахаром. Вот этот кусок, который я отрезала, я его 3 раза ела с крепким кофе. Если вы такое любите, то вам понравится. Приятного аппетита! У моего мужа вот такая вот огромная коллекция бар, не знаю, алкогольных напитков. Здесь есть чего вам только захочется. И бренди, и виски, и нонсо. Я не разбираюсь, честно говоря, в этих напитках. Ну, блин, у нас никто их не пьет. Гости у нас не так часто бывают, чтобы это все выпить. И мне приходится каждый раз вот это все мыть и выставлять вот на этот сундук все. И это занимает дофигища времени. Вместо того, чтобы выжимать. Сделала, боже, капец какой-то. Кто это будет пить вообще? Я бы, честно говоря, оставила вот эти только красивые бутылочки и вот эти черри, потом контро для тортиков. Ну, может, еще мохито делать, коктейльчики. Ну, вот это все. Я себе современных механизмов пылесос-робот испытания провожу. Посмотрим, как он пылесосит. Но он, по идее, полы мыть должен. Но пока я только на сухую уборку решила. Вот в ванную засунула все то, что стояло на полу, чтобы ему не мешало. И вот сейчас посмотрю. А кроме этого я вообще... Ну, это, конечно, придурь. На Алиэкспрессе купила вот такую штуковину мыть раковину. Ну, мне кажется, я руками быстрее помою, чем этой фигней. В гостиную очередное испытание для моего пылесоса. Вот такой ковер. Не знаю, если возьмет или не возьмет. Ну, в принципе, в спальне мне понравилось, как бы пылесосил. Правда, иногда на одном месте несколько раз ездит, а на другом месте вообще ни разу. Ну, попробуем. Посмотрим, одолеет ли он этот ковер. Маршрут как-то он себе пролагает. Я вообще не понимаю, как это все действует. Ну вот, не забирается. Он будет вокруг ездить этого ковра. Ну, пускай вокруг пылесосит. Мы были у гримерок. Смотрите, какие мы красивые, но такие же балованные. Так нам сделали все красиво, подстригли, даже фотосессию сделали. Сейчас вставлю фотографии. И наконец-то у нас вышло солнце. Закончился этот апокалипсис. Неделю шли дожди. Так что
можно идти спокойненько гулять. Оббила все деревья цветущие. А сейчас вот так, как нас стригли, грумер достаточно дорогой, ну что у нас дешево, но зато сервицо, конечно, предоставляет. Мало того, что она подстригла, так вот еще фотосессию нам сделала. Мне понравилось. Красавицу, как нас подстригли, какие мы красивые, какие мы взрослые.